Всем привет! Хотел бы вам показать второй способ автоматической ретопологии, который я нашел. И который, как оказалось, намного лучше, чем первый, который я вам показывал. Ну, по крайней мере, в данном случае. В момент поиска модели шлема Мандалорца, ну и вообще как бы Мандалорца всего, я находил разные варианты. И в основном те, которые я находил, они были в STL формате, то есть это формат, который используется для 3D печати. И как видите, получается здесь вот эта вот оригинальная штучка, которая на шлем, а это вот уже как бы с ретопологией, которую я нашел, второй способ, в общем, который я нашел. И как видите, они достаточно разные по своему, так скажем, по количеству точек, в общем-то. Каким образом можно сделать автоматическую ретопологию с вторым способом? Выбираем объект, заходим в модификаторы, здесь Decimate, ну, в общем, как-то так он читается. И после того, как вы выберете этот модификатор, вам необходимо здесь покрутить ratio. И тогда как бы количество точек, которые здесь есть, фейсов, они сократятся на нужное вам количество. И, конечно же, вам нужно будет посмотреть, каким образом конечная модель выглядит, чтобы она не выглядела, естественно, ужасно. Ну и, естественно, нужно применить это все, нажав сюда и Apply. И теперь, получается, данная моделька весит уже гораздо меньше. Хочется обратить ваше внимание на то, что если у вас были разные материалы на ней, то, соответственно, они все затрутся и будет только один. Поэтому вам придется заново применить новые материалы, ну, вернее, как бы старые новые материалы на нее. Ну, а так, в принципе, все.